Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня мы будем играть на сборке, судя по всему, от топ-1 мира. Да, тут есть жезл Киры, есть сумка Пандамена. Короче, сегодня будем играть на сборке от топ-1 мира, который занял в турнире топ-1 место, только играя на одной сборке. Это гоблины. Гоблины через мехов, через древних и тому подобное. Поэтому сегодня я буду пытаться ее реализовать, повторить со своими улучшениями и все такое. Но чтобы вы понимали, чел тупо играл на одной сборке весь турнир, не изменяя себе и вообще любым принципам, и даже вне зависимости от реликвии. Но здесь у нас есть три обалденные реликвии. Это жезл Киры, сумка Пандамена и мастерская Бума, что нам, соответственно, и надо. А тут я смотрю, у меня и старт довольно-таки неплохой, мне уже нравится. Так, эти предметы мы будем рандомить, они нам не нужны. Нам нужны предметы будут на ману и на магический урон. В первую очередь я, наверное, буду брать все-таки предметы на магический урон, чем на ману, потому что мне там желательно кристалл маны плюс 50 найти, и в принципе все на этом. В общем, разберем плюсы и минусы такой сборки, и надеюсь, у меня получится повторить. Тут есть минер, тут легендарки обалденные есть. Я уверен, что здесь и инсектоиды появятся. Я уже, как говорил ранее, я очень удивлен, что на турнире никто не сыграл на шаманах, никто не сыграл на инсектоидах. Это прям удивительно. Но в моей группе в телеграм-канале написали о том, что все-таки получилось. Вау! Не, ребят, это точно будет игра на гоблинах. Потому что старт у меня что-то прям вообще лакшери. Мне нравится. Мне нравится. Блин, если честно, я даже сейчас не хочу выходить в 10 монет, хоть хочется и Бейна и продать. Не, я Бейна, наверное, пока что ставлю. Ну пусть будет. Пусть будет лишним, явно не будет. На автопокупку сразу тыкаю Тинкером, чтобы его вдруг чего не пролюбить. Вот. Бейна оставлю чисто как контроль героя. Ну, лишним он явно не будет. Сейчас еще посмотрим. Ладно, пусть живет, короче. Пусть живет. Я редко так делаю, если что, по поводу того, чтобы не выйти в 10 монет на первых раундах, потому что это в действительности очень важно. Вот. Так, молнию берем. Молнию берем, потому что это топ-предмет. Молнии прокнут, соответственно, и манореген хороший будет. В общем, какая стратегия? Выходим быстренько в 40 монет плюс. Вне зависимости от реликвии мы будем на маленьких уровнях ролиться, пока не найдем себе Тинкера в 3 звезды. Идеально, конечно, найти будет еще Гримтача и ШД в 3 звезды, потому что это супер комбинация. Гримтач плюс ШД это миллиард урона, миллиард от хила. Короче, имба комбинация. Мы это по-любому хотим. Ну и Тинкера в 3 звезды мы тоже хотим, потому что там 4 ракетки с минимальным КД, много магического урона. Ну, просто лакшери жизни. Единственное, что это то, что ракетки могут максимально криво летать, но нас как бы это особо и не парит, правильно? Тут у меня еще такой старт обалденный, гоблины плюс мехи, прям кайф, короче. Ладно, ребят, слишком много инфы, короче, сейчас скидываю. Сейчас, вау, баф людей. Блин, вот знаете, когда я не хочу играть на бафе людей и все такое, мне баф людей падает. Серьезно? Да. И судя по всему, я тут буду не один собирать гоблинов, исходя из того, что я сейчас вижу, да? Да, походу я буду не один собирать гоблинов. Ну ладно, короче, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственного дня. И надеюсь, вы уже, как благополучные подписчики, поставили свои лайки и уже пишите комментарии в поддержку этого ролика и моего канала. Ну а кто может, соответственно, оформить спонсорскую программу, то милости прошу к нашему шалашу. Все. Обнял, приподнял. И на телегу тоже подписывайтесь, ссылки закреплены в описании. Так, в чем плюсы такой сборки, в чем минусы? Ну, в целом, самый огромный плюс это то, что тебе и ума особо не надо для того, чтобы эту сборку собрать, да? Ну, как бы, это очень легкая сборка. Единственное, что тебе, ну, нужно немножечко скилл прокачать, чтобы тебе хорошо фигуры шли. Вот у меня, допустим, сейчас скилл так неплохо прокачан, потому что у меня уже есть тинкеры 2 звезды, у меня баф гоблинов есть, мехов есть. Лакшери. Еще и БХ соберу себе, буду монетки с него получать. Короче, топчик. Бейна я тоже, кстати, пока что, наверное, оставлю. Я его продавать пока что не буду. А на 10-м раунде посмотрю, что за реликвию пойдет. Но если что, я Бейна продам. Хотя, на самом деле, мне хочется этого Бейна продать. Но, в принципе, этот герой не такой уж и бесполезен. Под Гримтача, если он на чернила кастанет свою способность, он будет держать много фигур в контроле. И это чистый урон, плюс контроль, который, да, можно сбить легко. Но все же. Это урон. Хороший урон. А мне еще, кстати, Тинкер идет так хорошо. Вот. Прям по кайфу.
Ладно, короче, продам Бейна. Не буду изменять своим традициям, просто продам Бейна. Я в него как бы верю, но не совсем. Не совсем. В чем еще плюсы такой сборки? Ну, кроме того, что она максимально простая, она еще дает тебе комфортную игру до определенного раунда, если у тебя там не супер скилловые противники. В плане того, что эти не супер скилловые противники не получают себе отличные фигуры по типу антимага и тому подобное. Но эту сборку довольно-таки легко контрить. Вообще, как два пальца об асфальт. Единственное, что нужно просто понимать, как это делать. Та же самая условная метовая Марси может спокойно это контрить без единого, как бы, без единой проблемы. Вообще просто лакшери жизни. Шаманы тем более разбирают такую сборку. Да, там, ну, конечно, да, если вы дали пожить этому гоблину до 10 уровня, дали ему хорошие предметы. Короче, если просто он идет на темпе, он идет на лакшери жизни, то его будет довольно-таки трудно остановить, потому что у него будут хорошие предметы. Да, если ему еще повезет с первого раза найти все нужные предметы, то есть, условно, да, ого. 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 Два снайпера просто скинулись в моего тинкера. Я ж надеюсь, я выиграю раунд. Хорош. Я уже немножечко, так знаете, труханул. Шаманы идут. Да, блин. Не, ну я вот, как сказал, буду до талого топить за эту сборку. Буду вам ее показывать. Ролиться я сейчас не буду. Я буду сидеть в хорошей экономике. Я буду ждать 10 раунда. Посмотрю, что на 10 раунде мне упадет за реликвия. А дальше уже буду от этого отталкиваться. Все просто. Если мне упадет сейчас жезл Киры, я блокирую себе синергию троллей, потому что троллей очень много в первом тире. Мы ее будем блокировать и дальше будем собирать себе нужные фигуры. Фигуры самые приоритетные это Тинкер, Гримтач, ШД. Тут, думаю, понятно. Ну, еще БХ на сдачу собираешь, потому что этот черт может тебе еще и денег насыпать. Вот. По предметам, какие мы хотим. Если удается с первого раза найти... Ну, можно вообще, конечно, не искать предметы, да? Понял. Вопросов не имею. Ладно. Ладно. Режим терпилы активирован. Сидим дальше. Ждем 10 раунд. По предметам. Посох 3-го тира. Имба, мифриловый доспех. Имба. Наследие духа огня. Имба. Все это закидываешь в тинкера. Эти три предмета must-have. Почему? Мифриловый доспех тебе дает защититься от всякого дума, там, от всяких таргетных контролей. Ну и, соответственно, дает тебе мана-реген, причем много. Ну и хпшку. Посох 3-го тира, естественно, дает тебе тонну урона. Твои ракетки начинают каждая бить очень-очень много. Из-за того, что посох 3-го тира. И наследие духа огня, оно тебе дает просто переживать. Плюс 5 секунд жизни. Ну и, соответственно, когда ты переродишься, ты, соответственно, еще ракеток накидаешь в табло. То есть, ну, хорошая тема. И Тинкер довольно-таки может просто тащить. Но, как я уже сказал ранее, если там у вас не будет противника скилловичка, который просто расскажет, как вам жить. Как говорится, на каждого скилловичка найдется свой китаец, который расскажет, как надо это делать. Вот, в принципе, и все. Потом в лид-стадии Тинкер может не тащить, потому что у вас может быть огромный противник, у него может много чего быть, и вам нужно уже будет тогда думать, что делать. Вот в этой ситуации я, наверное, знаете, предлагаю несколько керри. Во-первых, есть минер, который может минами взрывать. Дай боже каждому как, очень много может взрывать. Дальше, есть стабильный керри-герой, это бабка и плюс алхимик. Алхимик, естественно, дает по области минус броню, но так как есть мета-гритеров, она не особо актуальна, это минус броня. Но в целом алхимик имеет свой хп-реген, если вы собираете его. С хорошими предметами он довольно-таки много урона вкидывает. Если против тебя гритеров нету, то ты закидываешь ему кирасу, он активирует свою способность, там по области миллиард минус брони, и просто он тычкой отрывает так кабину. Зато сумка Пандамена упала. Ну чё, раз сумка Пандамена упала, то нужно сумку Пандамена реализовывать. Чё еще? Правильно? Ну правильно. Блокируем сразу троллей. Где они там? Где эти тролли? Ля, в глаза долблюсь, не вижу. Где они? О, нашел. Да. Короче, ребят, вы если что, ничего не видели. Ну, бывает. Ну, пролюбил момент, пролюбил. Короче, на следующем раунде я уже начну ролиться. Сейчас чуть-чуть подролюсь. Оп, сюда. Чуть-чуть подролюсь.
Ну, а так я буду на следующем раунде ролиться, потому что, ну, я очень много времени потерял на то, что пока искал этих троллей гребаных. Ну, бывает, бывает. В глаза долбился немного. Тут, кстати, походу, Кири и Гида будет. Тоже моего ШД тырит. Надеюсь, Гримтач не будет тырить. Тоже, кстати, я потом попробую сборку с Эгидой через гритеров. Ну, мне, как по мне, это хрень полнейшая, но попробую. Я, кстати, только что хотел сказать, что я немного расстроился, то, что я не забрал у него винстрик. Хотя я мог забрать у него винстрик, если бы не потерял то есть столько времени на то, чтобы найти этих гребаных троллей в бан. Но я потратил уже очень много времени, поэтому ладно. Что было, то было, правильно? Абузим инчу. Тинкеров 3 звезды собираем через яйцо, естественно. Чем быстрее соберу тинкера, тем будет лучше для меня. Ставим БХ, чтобы монетку получить. Вот. Я дико извиняюсь, если какие-то у меня сумбурные мысли, потому что, ну, тяжело одновременно сейчас быстро соображать, что мне нужно сделать, быстро найти то, что нужно сделать, и, соответственно, озвучить вам еще информацию корректно, без повторения. Поэтому, если что, дико извиняюсь за сумбурность. Я думаю, вы меня поймете, простите, потому что надо все это быстро делать, потому что темп наше все. Мы играем на темпе, соответственно, темп нам нужен. Вообще классно то, что у меня гоблины мехи сейчас есть, еще и ранние гоблины мехи, потому что это плюс халявный ролл. И это экономит мне деньги, соответственно. Так. Блин, как же хорошо, что с первого раза я нашел себе грима в 3 звезды. Я думал, что я его сначала не найду. Если честно. Я думал, сейчас буду ролиться, придется потратить кучу денег, а так мне повезло. Плюс одно место освободилось. Ну, короче, плюс много места освободилось на скамейке. Ну да, кстати, как я и говорил, там не только я буду играть на гоблинах, там еще человек собирает себе гоблинов. Ну ничего, мы с ним пообщаемся потом. Поподробнее, поближе, так сказать. Вот. Какой пик силы и когда нужно остановиться? Как я уже сказал ранее, ребята, желательно собрать себе Тинкера, ШД и Грима в 3 звезды. Дальше мы останавливаемся и идем в уровень. Но если все будет хорошо идти, можно собрать себе Клокверка и БХ в 3 звезды. Ну, в принципе, это лишним не будет вообще. БХ это деньги, БХ это таргетный урон. Ну, красота, короче. Красота и все. Так. Плюс инча. Еще один Клокверк нужен. ШД идет. Да дай мне уже БХ, пожалуйста. О, спасибо. Спасибо, хотя бы Клокверка сделал себе в 3 звезды. Кучу денег потратил, но ничего страшного, я с БХ верну себе эти бабки. Отобью, так сказать. И пока я ШД себе не соберу в 3 звезды, дальше я не хочу выдвигаться, потому что ШД это очень важный персонаж. Кстати, походу я сейчас винстрик заберу, да? Ракетки, пожалуйста, летите как надо. По-братски, летите как надо, ракетки. Ой, хорошо! Плюс 3 монетки, еще плюс винстрик сюда! Резак хорошо идет. Сейчас, кстати, раунд с мобами, можно немножечко выйти из экономики. Плюс бабки, яйцо. Ну... Еще яйцо, ШД. Блин, я уже кучу денег потратил. Ладно, короче, через яйца буду собирать этих героев. Так, стоп, БХ сюда. ШД сюда. Все. Денег у меня, конечно, много было потрачено, но ничего страшного. Сейчас у меня БХ 3 монетки получит. Плюс за мобов получу монетки. Плюс я БХ потом соберу в 3 звезды, получу за него монетки. То есть, чтобы вы понимали, я напомню, то, что каждый новый БХ дает тебе возможность заработать денег. То есть вы покупаете нового БХ, и если он одной звезды, соответственно, это 1 монетка, если 2 звезд, это 3 монетки, 3 звезд, это 5 монеток. О, ну я, кстати, хочу, ну, взял жетон отступника. Хотел сказать, хочу. Я взял жетон отступника, потому что против меня есть чел, который тоже играет на гоблина. Тоже по такой же стратегии, как и я. Вот. Так, ну, фуриончика мы можем, в принципе, продать. БХ у меня, к сожалению, 3 монетки не заработал. Вот сейчас подожду, пока он сможет заработать 3 монетки. В принципе, есть возможность такая, что он может заработать 3 монетки. Поэтому я подожду немножко. Чуть-чуть потерплю по времени, но подожду, чтобы он заработал 3 монетки. В принципе, времени хватает. Еще не такие сильные противники у меня, поэтому можно потерпеть.
Можно зачилиться, можно потерпеть. Там чел себе темного лорда в 2 звезды собрал, в 3 звезды собрал. Вот. Ну, короче. Вот мы собираем пик силы, а дальше мы идем тупо в уровень. Вот у меня уже, по сути, пик силы, и я, если честно, не хочу дальше ролиться. Я вот сейчас апну, и вот БХ в себе в 3 звезды, и буду дальше идти в уровень, чтобы поставить себе грима. И самое важное, ребят, грима мы ставим под грим тача. То есть сначала вперед мы ставим грима, а сзади него мы ставим ШД. Грима под грим тача. Вот это я гениальную фразу сказал, да? Просто Санечка гений. Санечка гений. Да. Может выйти из инкама сейчас и взять себе 6-й? У меня будет просто очень сильно все. Может так сделать? Кстати, шаманчики собираются, звери фуловые собрались. Но зверя я не боюсь, потому что он довольно-таки сейчас слабый. Я его вынесу в легкую. Тут ТБ собирается. Сочувствую челику с ТБ. Очень сочувствую. Я думаю, он будет сильно разочарован, когда он его даже соберет в 3 звезды. Уверен, это ему не поможет. ТБшка без фулл ведьмаков, без той старой сборочки с фулл ведьмаками довольно-таки слабой. Сейчас уберем 6-й. И на 6-м уровне вы просто увидите этот дамаг. Типа сейчас уже ШД в 3 звезды по одной цели накидывает свой дебаф. И просто посмотрите, сколько он урона нанес. А что будет, когда сейчас появится грим? Там же вообще разнос кабины будет. Смотрите, сейчас ставим грима, а за ним ставим ШД. Напомню, как работает проклятие ШД. Я уже 1000 раз повторял, но повторюсь еще раз. Смотрите, грим накидывает свои чернила по энному количеству людей. Когда наносится тычка от ШД, он в того героя, который нанес тычку, накидывает проклятие. И вот если мы подумаем немножко, да, то, соответственно, грим перед собой кастует чернила, и, соответственно, все цели, которые перед собой, он заденет. И, соответственно, ШД в кого тычку будет давать, когда он будет за ним стоять? Соответственно, в ту цель, которая будет перед вами. Вот. Вот смотрите сейчас. Чернила бэм, бэм. И по тонны людей просто проклятие накинулось. И просто 2600 урона, 3100 урона почти, можно сказать, от ШД. Алхимик. Вот, кстати, алхимика мы берем. Резачка я потихонечку тоже буду собирать. Ну, почему бы и нет. Ну, на сдачу. Соберу в 3 звезды, так соберу. Не соберу, то и плевать, в принципе. Ну, тоже резачка, если собрать, такой неплохой кусок мяса, который будет резать еще и чистым уроном. Ладно, вернемся к предметам. Как я сказал, есть 3 метовых предмета, которые нам кровь из носа необходимы. Но целенаправленно мы их не всегда хотим собирать. Есть ситуации, когда мы их не будем собирать. И вот сейчас на 20-м раунде, если мне упадет мастерская бума, у меня есть хорошие предметы. И если честно, я не особо хочу ролить предметы. Из-за того, что у меня хорошие предметы, в принципе. Поэтому я немножко потерплю, зачилюсь до 25-го раунда. А на 25-м раунде я уже посмотрю, что там будет у меня из плохих предметов. Ой-ой. Варлок неприятно, потому что у него големы имеют много магического сопротивления и выжигают они, дай боже, каждому. Но тут мы его быстро снесли, поэтому всего лишь было 2 голема. Если бы он жил, то, скорее всего, он бы меня снес и забрал бы винстрик. Но это шаманы, поэтому, в принципе, такое. Так, сейчас посмотрим, что мне упадет. Надеюсь, мастерская бума упадет. Чел там резака себе собрал, поэтому мне будет намного труднее его собрать. В принципе, реально, но намного труднее, потому что я сейчас иду в уровень и не ролюсь, а целенаправленно мне резак не нужен. Сердца я, кстати, если что, не трачу, они мне не нужны. Я их буду тратить на 9-м уровне, когда мне нужно будет найти фиолетовую фигуру. Как я сказал, что Тинкер он может тащить до лейт стадии, то есть раннюю игру, среднюю игру он спокойно тащит. Если повезло вам с предметами на 25-м раунде, то в принципе он и в лейте может тащить, но уже не так эффективно, как в принципе в начале и в середине игры. О, Мамора, кстати. Я туда алхимика запихну, почему бы и нет. Может, алхимик 3 звезды будет. Так, раз Мамора мне пришла, значит я буду делать Кири алхимика. Ну а дальше мы оттолкнемся от того, что соответственно мне будет приходить, да? То есть, может, мне и бабка будет еще сверху приходить. Я бы хотел собрать себе и бабку, и алхимика. Но будем отталкиваться от того, что будет приходить. Ну, короче, не суть-то важно. Сердца потрачу на 9-м уровне, наверное. Может, вообще у меня получится взять 10-й. Я на 10-м тупо буду ролиться, и там наролю себе все то, что мне надо, правильно?
Я думаю, правильно. Там тоже чел уже довольно-таки огромный на гоблинах-мехах. Давайте вернемся дальше к предметам. Там, кстати, чел себе гритеров ставит. Неприятно, если честно, то, что он гритеров ставит. Если он сейчас соберет еще себе обезьяну на скиллухе в 3 звезды, это будет вообще для меня печалька. Либо же антимага в 3 звезды. Он просто взорвет всю мою сборку. Вот антимаг такую сборку вообще любит. Потому что у него есть родное магическое сопротивление. Тут все герои почти с маной, и ты тупо кайфуешь на антимаге. Тупо всех фармишь. А если тебе еще с предметами повезло, антимагу на самом деле много и не надо. Вы его собрали в 2 звезды, или даже если повезло вам собрать его в 3 звезды, то вы просто смотрите. Получаете посох 3-го тира, и все. Дальше антимаг просто так будет взрывать, что ну его в баню. Вот посох 3-го тира — это важный предмет на антимага. Серьезно, это очень важный предмет на антимага. Он слишком много урона ему дает. Наверное, это один из самых сильных предметов на антимага. То есть посох 3-го тира на антимага нам нужен. Ладно, мы не про антимага сейчас говорим. Вернемся все-таки к тому, что я говорил ранее по поводу предметов. Потому что я отвлекаюсь. Бесит аж. Посох 3-го тира, наследие духа огня и мифриловый доспех. 3 топ-предмета. Но мы их целенаправленно искать не будем. То есть, если мы планируем даже в лейт-стадии играть, то тогда нам посох 3-го тира прям кровь из носа необходим. Кстати, надо сейчас расстановку поменять. Специально под него сейчас делаю расстановку, чтобы грим мой кастанул большое количество чернил на его героев. Ну и, соответственно, там просто урона много влить. Вот. Если мне придет посох 3-го тира с первого раза, окей. Хорошо, приятно, круто. Не придет, в принципе, и не особо-то и важно, да? Ну, я как бы не особо буду придирчив, потому что я вообще сейчас не планирую играть через Тинкера. Я как бы показываю, вот как можно на старте, и, соответственно, в лейт-стадию буду переобуваться. Мне нужно будет найти алхимика в моем случае. Вот. Я, кстати, алхимик уже в 2 звезды. Может продать его? Может не париться, просто поставить алхимика в 2 звезды? Ладно. Да, так и сделаю. И вот так вот гоблинов поставлю. Выйду немного из экономики. Чтобы просто еще один пик силы получить. Вот сейчас, когда я поставил себе фулл гоблинов, у меня еще один пик силы, потому что плюс броня, плюс хп реген. Ну и алхимик, который дает просто минус броню в радиусе и еще и себя регенит. В принципе, топ, я считаю. Топ за свои бабки. Следующие предметы, которые нам необходимы. Дальше уже в зависимости от керри нужно будет играть. Нужно будет смотреть. Либо же это будет у меня алхимик. Ну, в данном случае, скорее всего, это будет алхимик. Но мало ли, мне сейчас бабка будет люто идти. И вот давайте рассмотрим сейчас сначала керри алхимика в лейт-стадии. На него нам необходимо кираса будет. Если против вас гритеры, кираса, ну, отчасти будет бесполезна. Она просто даст вам больше брони. Но минус броня работать не будет. То есть, если мы играем через минус броню, как алхимик того, по сути, требует, да, потому что у него скилл минус броню наносит. У него... скилл дает в радиусе минус броню, кираса дает минус броню. То есть тут логически подумаешь, что минус броня это прям топ для него. То есть кираса, дезолятор, предмет 1-го тира на минус броню, плюс он. Это минус миллиард, минус брони по чуваку. Так, а ну-ка, винстрик заберу? Заберу или нет? Должен забрать. Должен. Ха-ха-ха, сюда давай. Ах ты ж хитер с хаотичным договором. Яйцо и алхимик идет. Не, ну походу это будет алхимик, ребят. Ну, если против меня гритеров не будет, я надеюсь, что этот вот гритер, у которого не так много хп осталось, вылетит, да? Он еще и Рики поставил. Но Рики он поставил на середину, поэтому мне надо будет Тинкера чуть правее поставить, чтобы он у меня ракетки кастовал. Но сейчас я надеюсь, что мне нормальные предметы упадут с этого раунда. Но, в принципе, если мне упадет дезолятор, я дезолятор возьму. Это все-таки плюс урона, минус броня. Ну, то, что доктор прописал. А дальше я хочу найти кирасу себе. Короче, мы будем отталкиваться от предметов, которые вот в лейт-стадии прям будут решать. Но это мы будем отталкиваться уже вот в реал-тайме. А так, я назову топ-предметы. То есть это дезолятор, минус броня, кираса, мифриловый доспех, БКБ. Это все, что под алхимика, если что. Бессмертие, щит 5-го тира, молнии 5-го тира, БФ 4-го тира, вообще шикарно. Кстати, вот мне наследие духа огня упало, я беру наследие духа огня. Я сейчас буду же играть через Тинкера.
Вот, поэтому это сюда, а это сюда. И это мы уберем. Хотя не, молнию уберу, а колечко на магический урон закину. Вообще, на самом деле, хорошие мне предметы упали. Прям то, что доктор прописал. Потому что и в лейт-стадии с наследием духа огня можно что-то будет придумать. Я его в алхимика могу запихнуть, и в бабку вдруг чего запихнуть. О, Кираса. Вот это плохо, плохо. Он будет плотный, но от магии он пока что не защищен. Ну ладно. Смотрите. Топ-предметы на алхимика из 5 тира. Запоминаем. Да, дальше я же говорю, нужно отталкиваться от ситуации. Потому что Кираса, она не работает на гритеров, но она дает вам плотность. Поэтому если Кираса вам необходимо защититься от физического урона, соответственно, мы ее берем. Тут, короче, я думаю, вы поняли. Топ-предметы для алхимика из 5 тира. Нет гритеров, Кираса, имба. Минус миллиард, минус брони, даже без предметов на минус броню. Вот только тупо Кираса и тупо он в 3 звезды. Там минус брони, закачаешься. Шаманы, конечно, там огромные становятся. Не нравится мне это. Кираса, бессмертие, молнии, криты. Маска 5 тира тоже хорошо будет смотреться. Да, ну, в принципе, все так-то. Рапира 50 на 50 это опасный предмет. Но только, соответственно, от ситуации смотрим. Если рапиру вы можете взять, вы, соответственно, берете рапиру. Не можете, соответственно, не берете. Там омник собрался еще у кого-то. Чуть не вижу, у кого там омник. Походу купил, продал омника. Ладно. Ладно. У меня уже куча предметов. Сейчас 30 раунд подожду. И, соответственно, буду переделывать. Из 4 тира, если против вас эльфы, либо много уклонения, берем МКБ. Если этого всего нет, берем БКБ, берем БФ. Арчит сомнительно, но в принципе можно. Колечко на 120 блокирования урона, в принципе, тоже можно взять, но если вы плотный только, да, потому что можете не пережить дамаг, который у вас влетать будет от физического урона. Но, в принципе, можно брать. Поэтому БФ, МКБ, клинок тени. Так же само. Если вам нужно много уклонения, мы берем, соответственно, клинок тени. Если нету, то, в принципе, плевать. Можете не брать. Оно плюс дает скорость атаки, плюс уклонение. Ну, приятный просто предмет. Ракеты очень плохо летают сейчас по чувачкам. Очень плохо залетают ракеты. Не туда, куда надо они летели все это время. На самом деле у меня уже 12 сердец. Боже, сколько там будет сейчас роллов? Ой-ой-ой. Да у меня и предметов до хрена, но я не хочу спешить. Я подожду. Я подожду, потому что скоро 30-й раунд. Там может и мастерская бума упасть. А мастерскую бума я хочу. Из 3-го тира под алхимика мифриловый доспех. Это если мы без гритеров играем, потому что, в принципе, если вы играете через гритеров, вам мифриловый доспех не нужен. Но если не играете через гритеров, мифриловый доспех вам нужен, чтобы скидывать с себя там Doom и тому подобное. Мифриловый доспех, дезолятор, наследие духа неплохо будет. Наследие духа. Да и в принципе все. Можно, конечно, взять себе бусы на хп реген, но в основном можете чернокнижников докинуть. Но если играете через гритов, то, соответственно, бусы вам нужны. Короче, все зависит от того, через что вы в конечном итоге будете играть и против кого. Вот так вот, можно сказать. Вот именно по этой причине я и не делаю гайд на предметы, потому что все настолько ситуативно, что ты просто в шоке сидишь и не знаешь, за что хвататься. Потому что ты можешь поставить себе и то, и это взять, и то может зарешать. Просто называют топ-предметы. Из 2-го тира, соответственно, это у нас молнии 2-го тира, кристалл маны плюс 50. Да и, в принципе, больше вы ничего не хотите из 2-го тира. Ну, жетон отступника, это если, соответственно, против вас там гоблины, там, ну, короче, такая же раса, либо класс. Тут, я думаю, и так понятно, да. Я про жетон отступника говорил миллиард раз, поэтому, думаю, вы уже все выучили и все знаете, как бы, без меня, да. Кстати, там чел 10 винстрик имеет, и он заряженный. Не есть хорошо для меня. Не знаю, может сейчас паролится, потому что, типа, 9 уровень, 25% на фиолетку у меня. И посмотреть, что будет приходить.
Блин, гребаная бабка, отвали, ну почему ты именно моего тинкера начала стрелять? Почему именно там бабка появилась? Еще и шаману кучу бабла отдал сейчас. Ладно, хп у меня достаточно, идем тупо в уровень пока что. Пока что идем тупо в уровень. Я еще пытаюсь сейчас расстановку поменять против этого шамана, но у шамана там еще и минер в 2 звезды. Там больше всего бабка нанесла с Ливоном. Короче, неприятно. Есть у меня уже 2 яйца. Кстати, если упадет реликвия яиц, можно, в принципе, взять и реликвию яиц. Я не откажусь. Но на самом деле, мне что-то кажется, что я здесь гритеров поставлю. Ну и, кстати, предметы под гритеров у меня тоже есть хорошие. Ну, жетон отступника у меня есть. Если я буду кирить алхимика, то, соответственно, у меня там жетон отступника будет наносить как по чернокнижникам на 50% больше урона, так и по гоблинам. Ну и, соответственно, вот этого чувака на втором месте я должен спокойно разрывать. Плюс я себе оставлю ШД грима, урона должно быть тонна. Сюда, реликвия яиц. У меня 14 халявных роллов. Поехали. Но... Так, минер есть, хорошо. Яйцо есть, хорошо. Бабка есть, отлично. Свен не нужен. Алхимика можно, пожалуйста? Дай алхимика. За 14 халявных роллов я получил себе 2 яйца. Спасибо, алхимик. Все отлично. Отличненько, отличненько. Что теперь мы делаем? Ну, соответственно, я буду сейчас искать предметы под него. Так, поехали. Кучу бесполезных предметов домой. Продаем, продаем. Бэмс. Молнии, маска бессмертия. Возьму молнии. Мне нужен урон. Мне нужен урон, беру молнии. Так, наследие надо будет сейчас перекинуть. Сейчас на следующем раунде перекину наследие духа огня. Сейчас посмотрим, как я этого чувачка буду разбирать. Вообще мне кираса нужна. Кираса мне кровь из носа необходима. Так, я же его заберу, надеюсь? Забрал винстрик сюда, давай. Хорош, молодец, умничка. Спасибо тебе за винстрик. Хороший парень. Так, Энчо Бузи. Энчайн это инвестиция в лучшее будущее. Так, там есть гритер, но... Блин, я, если честно, как-то не особо горю желанием этого гритера. Как брать? Надо сейчас расстановку еще немного поменять. Там есть минус броня. Минера на автопокупку возьму пока что. Сейчас посмотрим, если у меня реально будет много контроля прилетать от шаманов, то я 100% беру гритера. Как бы гадалки не ходи, бери гритера. О, безоруш, арчит. Еще там инвокер у него в 2 звезды, помимо того, что есть минер. Да. А, да, может это просто такой раунд фартовый у него. Так, сюда. Мага пока не беру. Омник. Во, сейчас возьму Омника. Посмотрим, как с Омником будет. Посмотрим, как сейчас будет с Омником. Что-то у меня есть подозрение, что зря я не купил себе гритера. Прям такое, знаете, лютое подозрение, что зря я не купил себе этого гритера. А я Омника сказал? Ой, ребята, что-то у меня такая сумбурность в голове. Нефритовый генерал в 3 звезды упал ему. Понимаю. Тупо из контроля не выпустил. Вот это да.
Ладно, Санечка, хотел на контент, чувака на гоблинах выношу. Этого не выношу, потому что у меня тупо контролем душит, у меня алхимик не может себя раскрыть. Так, возьму сейчас цветочку. Бабку может продать уже, она мне не нужна. Или оставить, может соберу ее в 3 звезды. Сейчас посмотрим, что будет на 35-м раунде. Я вот просто, знаете, хочу вот чисто на гоблинах попробовать до конца. На 35-м раунде поставлю себе еще мехов. Посмотрим, что там упадет мне с этих мехов. Пока спешить не буду. А чё он меня так легко вынес? Я сейчас не понял. А, у него кираса. Я ему по нему тупо урона не наносил. Окей. Я тебя услышал, друг. Я тебя услышал. Так, сразу сейчас лишний предмет и скип. Масочку возьму. ХП реген не помешает. Омник еще упадет, вообще будет лакшери. Не, ну шаман там, конечно, нормально такой заряженный. Инвокер есть, минер есть, дум есть. Но на самом деле все-таки надо было гритера купить. Потому что бог рандома такой, он может мне сейчас скажет: Санечка, все, соси босс. А не гритера тебе. И я все свое хп, получается, потерял просто так. Но контент требует жертв. Вот просто, знаете, это... Я пытаюсь вам показать МКБ арчит. Берем МКБ, естественно. Тайдуху берем. Так, опа. 3 инвокера за 1 ролл. Но купить фигуру я могу всего лишь 1, потому что у меня есть 1 жетон. Это вот этот вот говняный нерв. Вот разрабов. Плюс тайд, хорошо. Так, Омника, Тайда, Бэмс. Бэмс. Минус... Это... Хотя... Вот так, да. Так, это мы так. Пока что вместо ШД поставлю. ШД оставлю в любом случае. Так, гритеры есть, окей. Гритеры есть, заблокируем. Сейчас посмотрим этот раунд. Если все так же плохо, ставим гритером. Бог рандома меня в этот раз не обделил. Я просто вам хочу смоделировать ситуацию, которая была на турнире. То есть там типа на гоблинах вообще не могли вынести. Меня это удивляло. Как? А тут он киберкотлета мне рассказывает, как, что к чему. Тупо из контроля не выпускают. Но у меня сейчас кирасы нету. Кирасы на самом деле слишком много дает. У меня и ранее алхимик и все такое. Но это по предметам, конечно, не совсем все гладко и обалденно было. Ну ладно. Так, ну я думаю, надо распродаваться. Или может просто убрать пока что гоблинов, поставить гритеров. Ну под гритерами мне 100% будет все хорошо. Да, поехали. Поехали пробовать. Вот так вот делаем. Ставить пока ничего не будем. Надо будет думать, сейчас найти себе еще один омник. Еще одного омника поставлю. Дум. Опа. Так, все, ладно, продаем. И дума сюда. Бэмс. Еще одно яйцо. Сюда. Ну что, погнали. А все. А все. А все. Все, алхимик непобедим. Все, его не остановить.
И тут я разрываю, потому что бабка ничего не может сделать мне. Минус броня-то не работает на меня, да? Оп, винстрик сюда. Сюда эту прикормку. Опа, думчик. И думчика через яичко. Я думал, алхимик же у меня справится с мобами, да? Угу. Я хочу еще минера найти себе в 2 звезды. Минер поможет. Ну, типа минка лишней не будет. Я же думаю, мы сейчас до 40 раунда протерпим. На 40 раунде я вынесу мобов, посмотрю, что мне там за предмет упадет. Не, ну там хорошие, кстати, предметы у чувака. Кираса есть. Мне бы тоже кирасу найти. Если дозолятор еще упадет. Вообще имба будет. Хотя я думаю, кираса достаточно будет. Да, вообще разваливаю. Да, вот так вот гридров просто перестроился и все. Еще и минка сюда сверху. Бэнс. Но кираса нужна, видите, урона что-то чуток не хватает без кирасы. Минус брони просто это не хватает. Инвокер. Инвокер пригодится, можно его поставить, в принципе. Вместо одного омника. Контроль какой-то будет закидывать раз в какое-то определенное время. Вообще шик будет. Под омника поставлю его, чтобы он сейчас чисто не умирал так быстро. Да, кираса нужна все-таки. Кираса даст и плотность против физ урона. И минус брони куча будет. Вот все-таки видите, как я говорил ранее, что гоблины они тащат в начальной игре, в средней игре, а в лейт стадии тебе уже все-таки нужно перестраиваться, потому что сидеть до конца на гоблинах тебе вот такой вот шаман просто аннигилирует. Не всегда, конечно, но, как видите, он довольно-таки огромный, инвокер, минер, нормально так душит. Да и на самом деле его вот Эмбра, если появится с хорошими предметами, вот, допустим, этот Эмбр был бы сейчас у меня против меня с БФа, был бы там, с чем еще таким вот жестким. Ну, вот БФ, перчатка 5 тира, и он бы на самом деле не мог кабину оторвать. Все, минус гоблин. Пока-пока. Поехали. Щит 5 тира или криты. Щит 5 тира это имба. Бессмертие имба и криты тоже имба. Криты дадут урон, а щит 5 тира даст пожить. Может рискнуть. Поехали рискнем. А. Да. Это не совсем то, конечно, чего я хотел. Но за неимением лучшего тоже пойдет. На самом деле этот хекс может полететь в его шамана, или в минера, или в инвокера. Короче, в какого-то полезного персонажа полетит и даст мне немножко больше времени. И вот, кстати, если что, очищающая сфера работает против гритеров. Поэтому еще один плюс то, что мои противники без очищающей сферы. Дезолятор, кстати, упал. Мне, по сути, жетон отступника не нужен. Да и мастерская бума мне вообще уже сейчас не нужна особо. Так, что там, где друид? Антимага возьму. Хотя мне на самом деле и антимаг не нужен. И горный вождь не нужен. Варлок упал. Ну, Варлок мне тем более не нужен, потому что сломает мне синергию гритеров. Ладно. Так, жетон отступника. Гуляй, потому что ты мне не нужен. Дезолятор минус броню закинул. Горного вождя в 2 звезды поставил вместо минера. Интересно. Интересно. Если что, горный вождь не работает на гритеров. Угу. Ну давай. Последний раунд. Обезьяна 3 звезды появилась, но толку от этой обезьяны 0 целых. А у него тут есть, кстати, очищающая сфера, но она в КД. Ну и плевать как бы.
Она в КД, потому что он ударил другого персонажа. Контратаковал другого персонажа, а не моего алхимика. Поэтому на моего алхимика контроль не работал. Но на самом деле, если бы это сработало на моего алхимика, было бы грустно. Хорошая игра, хорошая игра. Мне на самом деле все хорошо пошло. Я удивлен на самом деле, то, что мне с первого раза получилось собрать эту сборку. Ну, что могу сказать? Давайте пару слов вот в конце подведем. Еще раз. В принципе, на начальной стадии через жезл Кира играть на гоблинах это прям самое то. Хорошо идет, есть определенный керри, это Тинкер, есть БХ, который тебе тоже там поможет своими сюрикенами, но обязательно нужно иметь Гримтача и ШД, потому что это два лютых персонажа. И обязательно, ребят, мы ставим Грима перед ШД, потому что ШД дает свою тычку, и Грим дает перед собой чернила. И вот почему именно так надо ставить, это потому что тычка сразу полетит сразу в первую цель, которая перед Гримом. То есть, по сути, по чернилам. И когда эта тычка полетит от ШД, соответственно, проклятие навесится на всех, кто находится под дебафом чернил. Тут, я думаю, понятно. Тинкера мы, соответственно, собираем через жезл Кира, наследие духа огня, мифриловый доспех. Мифриловый доспех, чтобы какой-то там условный дум у вас не прилетел. Ну и, соответственно, плюс мана реген. Ну и предметы на ману тоже, как бы, не стесняйтесь. Жетон отступника тоже берем, если против вас есть гоблины, либо же такая раса, либо класс. Короче, пригодится жетон. Если упал, то берем. Если не упал, то ману плюс 50. Не упал, то, соответственно, плащ пальто плюс 50% макс сопротивления. Тоже хорош. Вот. Ну и вот в данном случае, как у меня было, смотрите, здесь в этой игре идеально заходит кераса. То есть какие вот предметы с пятого тира я вижу для себя. Кераса, маска пятого тира, молнии. С четвертого тира в идеале был бы БФ, но не упало, не упало. БКБ мне не нужен, потому что гритеры, МКБ, соответственно, тоже было бы неплохо, потому что всякие там уклонения и тому подобное тоже хорошо. То есть БФ, МКБ с четвертого тира. Колечко, на которое блок урона мы не особо хотим. Из третьего тира, в принципе, наследие духа огня можно брать, но не всегда. Дезолятор. Очищающая сфера тоже неплохо себя будет показывать. Мифриловый доспех можно, если он упал там, в принципе, на манореген, но если против вас много магического урона, то, соответственно, шар бездны. Ну, в принципе, все. Вот такие вот топ-предметы. Была бы керри бабка, там, соответственно, другие были бы предметы. Но в целом суть, я думаю, вы уловили, да? Да. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях, не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!